прошлый раз мы говорили о том, что искусственный интеллект не умеет думать, но цифры в медицине говорят об обратном. ИИ показал разрыв в качестве диагностики почти в 30% по сравнению с человеком в сложном медицинском экзамене для будущих врачей. Сегодня разбираем исследование медицинской школы университета Эмори под названием «Возможности GPT-5 в мультимодальном медицинском рассуждении». Посмотрим, как искусственный интеллект читает реальные снимки и где именно он сделал этот прорыв. Здесь тоже были тесты не просто на знание фактов или терминов. Проверяли именно мультимодальное мышление. Модели давали снимки МРТ, анализы крови и историю болезни. Мультимодальное медицинское мышление – это по сути своей то, что делает хороший врач каждый день. Он берет разрозненные данные, то, что расскажет пациент, цифры из лаборатории, снимок КТ, и собирает все эти кусочки пазла в единую картину, чтобы поставить диагноз. И исследователи хотят узнать, а могут ли современные языковые модели вот так вот связать истории пациента, анализов и снимков для постановки диагноза. И все это должно работать без необходимости каких-то дополнительных настроек языковой модели для конкретной предметной области в медицине. Здесь уместно вспомнить, а в чем вообще заключался переломный момент в развитии искусственного интеллекта в конце 2022 года, когда появился GPT 3.5. Ведь до этого были и другие версии. Это ведь вот этот промптинг, то есть у нас есть ассистент, большой ассистент общего назначения, но как только ты начинаешь с ним разговаривать, он как будто сужает область своего применения под твой контекст, как будто он был натренирован только под твою область. Раньше такого не было, по крайней мере для простого пользователя. Разработчики сутками тренировали эти модели под конкретное приложение, под конкретный сервис, и тогда можно было получить такой эффект. Давайте потихоньку переходить к результатам. Начнем с самых общих цифр, а потом будем потихоньку углубляться. Этот график показывает, как справлялись участники экзамена с медицинскими задачами, где необходимо было одновременно анализировать текст и изображение. А участники экзамена у нас это старый ИИ, это предыдущее поколение языковых моделей GPT-4, врач-эксперт, и новый ИИ, это у нас GPT-5. Смотря на отправную точку, сравнивая старый ИИ с человеком, нужно отметить, что вот эти старые модели, несмотря на то, что они были текстоориентированы, они уже неплохо справлялись. Они отставали от человека всего на 3%. Ну а новый искусственный интеллект вырывается далеко вперед, оставляя далеко позади как своих предшественников, так и врача-эксперта. Здесь у них разница 26%. Я думаю, вы со мной согласитесь, если я скажу, что если вы что-то хорошо понимаете, то это не значит, что вы умеете хорошо рассуждать на эту тему. Я по себе это хорошо знаю. И наоборот, из неправильного понимания можно строить хорошие логические цепочки, рассуждать, доказывать. И по всей видимости этот вопрос в медицине стоит очень остро, и поэтому здесь разделили рассуждение и понимание. Давайте посмотрим. На этом графике мы можем отдельно сравнить рассуждение и понимание. То есть отдельно сравнить, кто лучше из участников теста делал обоснование диагноза и кто лучше понимает специфику медицины. И по рассуждению у нас ситуация, да, раньше мы отставали на 5% от человека, ну а сейчас у нас большой скачок, 24%. Касаемо понимания. Раньше искусственный интеллект лучше понимал, может и хуже рассуждал. То есть было 48, у человека 45. Ну, сейчас ситуация с пониманием даже намного лучше.
чем с рассуждением. Цифры и проценты — это, конечно, все хорошо, но как все это дело работает на практике? Давайте посмотрим на реальные клинические случаи из этого же исследования. Значит, в отделение неотложенной помощи полиция привозит мужчину примерно 45 лет. Этот пациент лежал в магазине без сознания, в грязной одежде, и от него пахло нехорошо. В истории болезни данного пациента у него алкогольная зависимость, в прошлом употребление наркотиков, а также он долго и серьезно не доедал. Температура невысокая, давление пониженное, пульс очень частый, но с дыханием вроде все хорошо. То есть перед нами типичный тяжелый пациент, бедный, запущенный, с плохим питанием, с алкоголем и в прошлом употреблении запрещенных препаратов. Давайте дальше. Врачи сразу делают стандартный набор действий для таких пациентов. Капают внутривенно жидкости, дают глюкозу и дают тиамин. Это витамин В1, защита мозга у алкоголика. Пациент приходит в себя, но рвота продолжается. Говорит, что болит вверху груди. Сердце и легкие без явных патологий. У нас тем временем подъехали анализы, которые говорят, что почки пока справляются. Есть подозрение на воспаление поджелудочной. С печенью не все ок. Это типичная ситуация для хронических алкоголиков. Касаемо крови, гемоглобин и другие показатели говорят о наличии анемии, а лейкоциты и тромбоциты в норме. И вот тут многие бы сказали: окей, это поражение поджелудочной, будем просто поддерживать и лечить. Тем более после того, как пациент немного очухался, он стал немножко даже бодреньким. Некоторые показатели, такие как пульс и давление, у него даже улучшились. Но происходит резкий поворот. Врач находит так называемую крепитацию над грудиной. Я не уверен, что правильно смог произнести это и правильно покажу, но это вот здесь, когда он начал щупать этого пациента, начал появляться какой-то хруст, как будто хрустит воздух. Тут сразу подозрение, что после многократной и сильной рвоты стенки пищевода могли быть повреждены. Сейчас на экране вы видите КТ живота этого пациента из задачи этого же исследования. В реальной клинике врач по такому КТ ищет признаки того, что пищевод мог порваться. Воздух и жидкость в непривычных местах, около пищевода и в грудной клетке. И теперь главный вопрос: что делать дальше, прямо сейчас? Есть такие варианты, как дать пациенту противорвотные, витамины. Мы можем просто поддерживать его состояние. Или нам необходимо сделать контрастное исследование пищевода. Это когда пациент глотает контраст и на рентгене смотрят, нет ли протечки из пищевода. В исследовании прямо показано, что GPT-5 прямо пришел к этому. Он связал повторная рвота плюс тот самый хруст воздуха под кожей и выбрал следующий правильный шаг – контрастное исследование пищевода. Также интересно, что он исключил все неправильные варианты с обоснованием. Дать противорвотное? Нет. Так можно пропустить смертельную перфорацию. Назначить витамины? Это сейчас вообще не к месту. Может просто наблюдать? Нет. Слишком рискованно при таких симптомах. Такие тесты запутанные. Они тем и хороши, что искусственный интеллект здесь не может просто угадать по цифрам. Угадать по цифрам что-то. Ему необходимо заметить маленький клинический сигнал, который меняет все. А маленьким клиническим сигналом в данном примере был тот самый хруст, потрескивание под кожей. Получается, что изначально наша сюжетная линия развивалась таким образом, что мы смотрим алкоголь плюс рвота, и отсюда у нас подозрение на панкреатит или гастрит.
Но как только мы обнаружили крепитацию над грудиной, мы все это отбрасываем и начинаем строить сюжет с самого начала. Мы не так сильно обращаем внимание на алкоголь, а смотрим, что рвота у нас многократная, плюс это крепитация над грудиной и кровь в рвоте. Отсюда теперь мы смотрим в сторону того, что это разрыв пищевода. Все это, безусловно, очень и очень впечатляет, но перед тем, как перейти к выводам, к основным выводам, давайте, так сказать, примем холодный душ, чтобы вернуться в реальность. И в первую очередь мы прочитаем то, что написано мелким шрифтом в данном исследовании. Обратим внимание, с кем именно соревновался искусственный интеллект. И здесь мы видим pre-licensed, то есть это интерны или выпускники медвузов, у которых пока еще нет лицензии для самостоятельной практики. Получается, что искусственный интеллект победил отличников-выпускников. А вот как бы он справился с диагностом с 20-летним опытом, этот вопрос пока открытый. Я бы на этом моменте уже от себя хотел бы добавить и, скажем так, стать на сторону этих выпускников и сказать, что это эксперты без лицензии, но ключевое здесь эксперты. У них также есть, скажем так, боевой опыт. Просто они эти процедуры, реальные процедуры, проводят под наблюдением профессоров и доцентов. Это был первый нюанс. Второй момент – это лабораторные условия. Бенчмарк, тест MedExpert QA, который использовали в этом исследовании, это вылизанные чистые данные, четкие снимки, понятные симптомы. В реальности пациент может врать о том, сколько он пьет. Снимки могут быть смазанными. История болезни может быть написана почерком, который не поймет даже аптекарь. Как поведет себя языковая модель в этом хаосе, мы не знаем. И, наконец, конечно же, цена ошибки. Даже 90% точности означает, что каждый десятый пациент будет получать неверный диагноз. Если ошибается врач, то есть протоколы, страховка, ну и личная ответственность. Да, не везде это, к сожалению, работает как положено, но есть. А если ошибается нейросеть, то кто виноват? Программист или врач, который ему доверился? Получается, что юридически мы вообще не готовы пускать такой софт в наш мир. Парадокс ситуации в том, что сегодня у нас есть технология, которая уже обгоняет людей, но использовать ее по назначению нам страшно и законодательно невозможно. И что у нас в итоге? В итоге у нас два пункта. Первое. Искусственный интеллект показал, я бы даже сказал, доказал, что он может быть идеальным ассистентом, не заменой врачу, а тем самым суперинтерном, который может перелопатить тысячи анализов и подсветить то, что человеческий глаз пропустил. И второе, эти тесты не могут охватить этические соображения реальной медицинской практики. Тут необходимо немного развернуто объяснить, что это означает в данном контексте, так как тут тоже есть небольшой парадокс. Дело в том, что искусственный интеллект отлично определяет, что следует делать с медицинской точки зрения, но не может определить, что правильно делать с человеческой точки зрения в условиях неопределенности. И вот вам такой пример. Представьте, что все эти тесты – это экзамен по вождению, где вам необходимо показать, что вы знаете правила дорожного движения и умеете управлять автомобилем. А реальная практика – это управление автомобилем в тумане с больным пассажиром, при этом решая, стоит ли превысить скорость, чтобы успеть в больницу. Вот вам этические, ситуативные, непредсказуемые решения. И нет у языковой модели готовности к подобным
морально сложным ситуациям. На этом мы закончили. До следующих обзоров.